Привет, рада вас приветствовать на своем канале. Очень давно меня не было. Как вы могли заметить, я забросила свой последний проект с календарем, где мы каждый месяц рисовали как некую морскую картину. То есть я каждый месяц представляла по-своему. Этот проект был заброшен, как и многое другое. Почему-то мне очень сложно найти свою какую-то тему, свою нишу на этой площадке, точнее. И это очень странно, потому что я достаточно органична в Инстаграм, у нас там большое сообщество с вами, те, кто со мной рисует, те, кто со мной занимается по онлайн-урокам, кто просто смотрит за моим творчеством. Но вот на площадке YouTube я прямо очень слабо себя пока что представляю. То есть я постоянно ищу, но все как-то не так. И, наверное, это большая моя проблема в том, что я не даю себе вообще абсолютно расслабиться. То есть я хочу уж сразу что-то идеальное, сразу что-то такое атмосферное, загадочное, но у меня получается либо как онлайн-урок мини, либо это какие-то микропроекты вообще не по теме живописи. И, в общем, в этом сложность. Очень долгое время я прямо пыталась разобраться, что же мне хочется, куда мне хочется идти, но так можно сидеть бесконечно. Мне хочется уже что-то делать, и все было бы хорошо, и я бы так и продолжала вести Инстаграм, и вообще не думать даже о Ютубе, как это и происходило несколько месяцев, если бы я не осознала, что формат рилсов, который сейчас у меня там, мне просто не подходит. В плане того, что я рисую картину, я рисую ее по 30-40 часов. В итоге я из этого всего составляю минутный рилс, и он просто пропадает в ленте. Ну, типа, он просто опускается вниз, и чтобы создавать новый контент, я снова должна писать по 30-40 часов прекрасную какую-нибудь картину, которую я опять смонтирую в 1 минуту, и все. То есть, а если картина еще и продается, я вообще остаюсь без воспоминаний об этой картине. Мне захотелось прям очень сильно оставить каждую картину как некий проект, который я создавала, и для меня это теперь очень важно. Поэтому я не буду говорить, насколько я сюда, я не буду говорить вообще, что здесь будет. Я хочу наконец-то дать себе просто свободу творить, которую я дала себе в Инстаграм. И там все прекрасно пошло, так что, быть может, если я отпущу голову, и здесь у меня все будет тоже прекрасно. Хочу вам рассказать вообще последние события, которые происходили в моей жизни, и на каком этапе сейчас я. Последний раз я записывала видео из мастерской. Это была моя третья мастерская, третий переезд из одного помещения в другое. Но в связи со всеми событиями у меня потихоньку рушилось все, что я выстроила за эти несколько лет. Сначала я потеряла из-за санкций магазин иностранный. Далее почти все мои клиенты, все мои постоянные люди, которые я искренне люблю, они переехали. И в какой-то момент я поняла, что я просто не хочу быть привязана к какому-то месту сейчас определенному. Это мастерская, я имею в виду, в которую мне надо ездить каждый день. И если вдруг что-то глобальное случится, мне не хочется иметь такую привязку здесь, которая будет меня очень сильно держать. Мне хочется сейчас некой свободы, поэтому я приняла решение закрыть мастерскую. Я съехала и съехала сейчас домой. По виду у меня дома, в принципе, такая же серая стена, такой же угол для творчества, и я чувствую себя здесь хорошо. Единственное, что сейчас достаточно трудно рисовать большие форматы. Но это поправимо, если мне такая необходимость появится, и все будет хорошо, я просто сниму себе снова какой-нибудь угол и перееду в новую мастерскую. Но сейчас на данный момент я дома и рисую, творю дома, поэтому у меня есть некоторые проблемы со светом, и сейчас, особенно зимой, в Питере очень мало солнечных дней и хорошего естественного света, поэтому я работаю под лампой. У меня не кольцевые лампы, а большой студийный свет. Это, кстати, очень классная тема, я теперь советую всем художникам, потому что я, когда переехала домой обратно, я очень сильно намучилась из-за кольцевых ламп, потому что они светят точечно в определенные куски твоей картины. И поэтому ты видишь пересветы в одном месте, в другом месте, все остальное у тебя не так сильно хорошо освещено, и ты не так хорошо считываешь цвета. Поэтому вот я купила студийный свет, как у фотографов,
и это было лучшее решение. Точнее, я не купила, а мне одолжили сейчас друзья, но как только они вернутся, им понадобится свет, я, соответственно, куплю себе точно такой же, потому что это очень хорошая штука. Всем советую, кто обустраивает сейчас свое рабочее место. Сегодня хочу вам показать мою работу, над которой я работаю. Не знаю, закончу я ее или нет. Я даже не знаю, смогу ли я ее вообще продолжать, потому что вначале она вызвала у меня столько нервов и стресса, что я думала, я ее вообще брошу, перекрашу, но какая-то внутренняя чуйка оставить была, просто оставить, отдохнуть. Рассказываю. Сюжет я нашла, когда я ездила осенью на карьеры, и там безумно красиво было мелководье, красивый песочек, который под водой, знаете, такими волнами раскрывается, такими мелко-мелкой рябью. И на этой прекрасной воде лежали листья, осенние листья. И я сняла безумно красивое видео, и я решила написать такую воду. Но так как сюжет очень сложный, в нем огромное количество деталей, которые находятся под водой, и сделать вот это ощущение под водой достаточно трудно для меня. У меня была одна похожая работа, сейчас я ее покажу. Она получилась действительно хорошо, и получился тот эффект, который я хотела, но она заняла у меня в формате 30 на 50, ну, наверное, часов 40-50, ну, короче, очень много, и это было действительно сложно. Здесь я замахнулась на размер побольше, и еще и цвета немножко другие. Если там были такие зелено-охристо-голубые, то здесь это песок, это солнечный день, то есть это охра, коричневый. В общем, такая песочно-грязная тема, хотя я не считаю, что коричневый это грязный цвет, но как бы принято считать, что коричневый это какие-то такие сложные оттенки. Вот, поэтому я взяла этот сюжет, и как раз-таки это была моя первая картина, как только я переехала обратно домой, стала работать дома. Тогда были еще проблемы со светом, и когда я начала писать всю эту коричневую массу, в которой должны были прорисовываться золотые блики на песке под водой, утонувшие листья и листья на воде, я чуть с ума не сошла. У меня случилась просто дикая истерика. Я поняла, что у меня вообще недостаточно навыков на все это дело. В общем, это было сложно. И я ее оставила на полторы недели. Вот, за это время я решила, так, я переехала домой, у меня сложности, я не могу настроить себе рабочее место, не могу настроить свет. Что же мне делать, чтобы мне расписаться? Я начала писать маленькие форматы, я их написала 5 штук, здесь не видно, но тут разные закаты, вода более сложная, нарисовала даже лес и там одну черепаху. Все это можете посмотреть у меня в Инстаграм. И этим самым я достаточно хорошо расписалась. Я привыкла к обстановке дома, настроила себе рабочее место так, как мне нужно. И такая думаю, сяду еще раз. Если случится опять то же самое и вообще ничего не пойдет, я просто перекрою эту картину грунтом и начну что-то заново. Но в итоге, просидев 2-3 дня уже, я понимаю, что картина идет, и идет достаточно хорошо, что меня бесконечно радует. Я как бы преисполнилась, мне кажется, и уже начала ловить в этом кайф, в этой мелкой прорисовке. Это действительно классно, когда ты берешь сюжет порядком выше твоего уровня, и ты можешь показать свои навыки намного больше, то есть ты сам себя должен переплюнуть, перепрыгнуть, и это такая некая борьба, мне вот это нравится, мне кажется, поэтому я пишу воду, потому что каждый раз это такой вызов себе, сможешь ли ты, получится ли у тебя, и мне это нравится. Сейчас я вам ее покажу, она действительно клевая, по крайней мере, низ. Итак, вот эта картина, на таком она сейчас этапе, и я, получается, пробовала в предыдущий раз, когда я садилась, когда у меня была истерика и ничего не получалось. Я, значит, закрасила просто фоном подложкой, попробовала некий вот такой подмалевок, тоже бросила. Думаю, начну с понятного, начну с серо-голубых цветов. Тоже ничего не пошло, я бросила. Оставила картину на 1,5 недели, и вот, смотрите, я вернулась, уже начала прорисовывать и закончила 2 кусочка. Вот здесь такой вот рябь. Листья не сделаны. И вот этот кусок, который мне уже начинает очень-очень нравиться, как бы эффект, что мы смотрим на мелководье. Здесь вот эта рябь с песком и будет лежать на поверхности листья. Мне дико нравится этот листочек, который как будто утонувший под водой. По-моему, классно. Работы, конечно, еще очень-очень много. И я вообще не уверена, что я
закончу. То есть нет до сих пор этой точной картинки, что я буду делать, но я постараюсь. Сейчас я сяду продолжать. У меня сегодня полный рабочий день, чтобы не отвлекаться ни на что и закончить эту картину. Но, по-моему, кусок уже смотрится неплохо. Пишите в комментариях, как вам вообще это дело. Хочу сказать, что любая активность под этим видеороликом поможет мне подняться обратно в алгоритмы YouTube. Я была бы благодарна, если бы вы поставили палец вверх, подписались на мой канал, и надеюсь, что в этот раз мы с вами намного дольше. Я отпущу свой перфекционизм и буду просто творить, как это делаю в Инстаграме. Надеюсь, вы будете со мной. Блин, ребята, я запуталась. Я рисую по собственному референсу, но прямо что-то как-то я заплутала немножко во всех этих переливах. Шел какой час? Ну, наверное, 6-й час работы в этот день. Ужас. Доброе утро. Продолжаю работу над картиной. Вчера закончила нижнюю часть. Выглядит уже неплохо, но очень долго. Вот эту часть, эти листья, это была катастрофа. Делаю очень долго, и вообще эта картина рисуется уже 5-й день, часов по 7-8. Ну, то есть очень она меня выматывает. И мне уже надо начинать новый заказ, и я все сижу над этой картиной. Надеюсь, что верхняя часть попроще, там нет вот этой вот прозрачной воды и прорисовки песка, поэтому должно пойти полегче. Вот, начинаю работу.